Александрия в Египте расположена вдоль Средиземного моря и основана в 332 году до нашей эры самим Александром Македонским. Как вы уже поняли, сегодня мы с вами погрузимся в удивительный мир древнего Египта, а именно в Александрию. Для многих Александрия не ассоциируется с Египтом, и для этого есть вполне логичное объяснение. Мы с детства привыкли, что Египет — это только фараоны, пирамиды, разрушенные постройки и много арабов. Но на самом деле Египет делится на несколько периодов, и в зависимости от периода сам Египет видоизменяется до неузнаваемости. Всего выделяют 4 периода Египта. Это ранний, древний, средний и новое царство, которое закончилось в XI веке до нашей эры. Вместе с Александром Македонским наступил эллинистический Египет, а это означало, что настало время греческой архитектуре появиться на Божий свет в Египте и подвинуть фараонов, пирамиды и глиняные горшки. К сожалению, на данный момент многие важные архитектурные места не смогли устоять полностью или хотя бы частично. Однако мы можем представить, что же происходило в ту великую эпоху. Как мы видим, все пропитано греческим искусством, начиная от потрясающей Александрийской библиотеки и заканчивая незначительными узорами на вазах и декором в домах. Вы только посмотрите на эту красоту. От Александрийской библиотеки не оторвать глаз. Цветопередача потрясающая. Сейчас это какой-то НЛОшный круг, однако выглядит по-современному, модно, молодежно. Александрийская библиотека была построена не при Македонском, а уже после него, во время правления Птолемеем I. Точных данных о названии, объемах, свитках и прочей документации, к сожалению, не сохранилось, и мы можем довольствоваться лишь малыми кусочками информации. К сожалению, именно Александрийская библиотека подверглась неисчислимому количеству разрушений, пожаров и была эпицентром завоеваний, а также возрождалась как феникс и снова радовала своих посетителей до следующей атаки. Это удивительное здание не было единственным в своем роде. По всему миру, а особенно на Востоке, уже давно положили начало созданию огромных архивов, где можно хранить всю полезную и любую другую информацию. Любимчиками библиотеки была династия Птолемеев, которая активно финансировала и развивала библиотеку. Однако после их кончины и завоевания римлянами Александрии, библиотека перестала иметь ту же ценность, что и раньше. С этого периода и начались постоянные разрушения, однако в 2002 году здание открыли и модифицировали. Теперь это уже не та засохшая, еле живая глина и камни. На данный момент в библиотеке находится 500 тысяч томов в открытом виде, а в хранилищах еще 7,5 миллионов. Александрия, как и любой другой крупный город, делилась на бедные районы и богатые, и на перекрестке дорог мы можем наблюдать вечную бесконечную антисанитарию. Помойные крысы, испорченная еда, вонь Нила и прочие прекрасные вещи оберегали этот город. А что следует за антисанитарией? Правильно. Оспа, дизентерия, брюшной тиф и желтуха, а также малярия были неотъемлемой частью жизни египтян, даже несмотря на то, что Египет был одной из наиболее заинтересованных в медицине государств. Однако последующие небольшие открытия случились уже через много и много лет. Несмотря на все преграды, Александрия оставалась поистине красивым местом для изучения, а также для переезда из более неблагополучных районов Египта. Вместе с Македонским и Александрией в городе появился Александрийский маяк. К сожалению, он утрачен полностью, однако о нем сохранились кое-какие сведения. 150 метров в высоту, Александрийский маяк был настоящим произведением искусства и входил в 7 чудес света древней эпохи. Только лишь в 1994 году Франция обнаружила остатки маяка на дне Александрийской Восточной гавани. Также выяснилось, что в период с 796 по 1323 года маяк был поврежден и полностью разрушен землетрясениями. Сейчас же руины находятся в Красном море и до сих пор лежат неподвижно, а все потому, что в 1480 году Каид Бель Аль-Ашрафт взял часть руин и построил крепость прямо на месте маяка. Как мы можем наблюдать, полам в особенно значимых сооружениях уделялось особое внимание. Мозаики имели характерные древние греческие орнаменты и сопровождались по всей Александрии. Македонский всячески внедрял свою культуру в Египет, однако он был крайне справедлив к старым традициям и сохранил египтянам их богов. Таким образом, Александрия вмещала в себе старые и новые религии, а также мифы и философию, чем еще сильнее пленила своей красотой и загадочностью. Судоходство входило в обиход местных жителей, так как порт позволял ловить рыбу, пусть и в такой грязной воде. Египетские лодки назывались барки. Они строились из папируса и имели характерную форму. Их заслоенность позволяла лодке держать равновесие и не тонуть при первом же выходе на воду. Маленькие барки вмещали в себя до 2 людей, и с их помощью можно было переправлять жителей и товары в ограниченном количестве. Историки поделились на 2 лагеря, как обычно. Одни считают,
что именно в Египте зародилось речное судоходство. Другие же пожимают плечами и не уверены в данном заявлении. Торговля на улице была также важным атрибутом того времени. Громкие зазыватели пытались заинтересовать покупателей своими товарами, а огромные колонны манили посетителей города, дабы созерцать такие чудесные виды Александрии. Улицы не сильно отличаются от нынешних, кроме дизайна. В остальном же любой крупный город любого времени имел при себе характерные особенности, такие как многолюдность, огромное количество мусора, а так как Александрия являлась портовым городом, так еще и ужасный запах грязной воды и рыбы. Однако, несмотря на это, именно Александрия была важной частью заговора Александра Македонского и имела важное стратегические расположения для завоевания чужих территорий и отстаивания нынешних. Дорогие друзья, сегодня мы познакомились с вами с Великой Александрией, изучили ее самые важные достопримечательности. Услышимся в следующем путешествии.